Здравствуйте, зрители моего канала. Как я и обещал несколько раз в предыдущих видео, сегодня я хочу показать вам коллекцию фильмов известного американского режиссера, продюсера, сценариста Тима Бертона. На сегодняшний день он снял 19 полнометражных фильмов. И в этом году выйдет 20-й полнометражный фильм. Это «Битлджус». Также он снимал другие фильмы, сериалы, но которые не были предназначены для большого экрана. И, кстати, что интересно, Тим Бертон родился в городе Бернбанк, что в Калифорнии. А именно в этом городе находится штаб-квартиры таких известных киностудий, как Walt Disney, а также Warner Brothers. И именно с этими двумя студиями Тим Бертон работал больше всего. Из 19 фильмов с русским языком на лицензионных изданиях дисковых выходило 17 фильмов. А 2 фильма, которые не выходило на DVD, Blu-ray или 4K, они выходили официально с русским языком только на VHS. И первый фильм, который снял полнометражный Тим Бертон, это фильм 1985 года «Большое приключение Пи-Ви». Но данное кино с русским языком на дисковых форматах не выходило. Она выходила только на VHS. А вот второй фильм, «Битлджус», уже вышел, но правда только в формате DVD с русским языком. Достаточно известная картина Тима Бертона. И здесь в заглавной роли Битлджуса снялся актер Майкл Китон. Такое вот издание. Данная картина имеет оценку 7,4 на Кинопоиске и 7,5 на IMDb. Битлджус. Далее следующий фильм. Кстати, Битлджус вышел в 1988 году, а на следующий год, в 1989 году, вышел фильм «Бэтмен», который у меня в коллекции представлен в формате 4К, но здесь также и Blu-ray диск. Здесь у нас в главных ролях снялись Майкл Китон, Ким Бейсинджер, а также Джек Николсон. 2 диска. Русский язык в данном издании присутствует только на 4К. Данный фильм также хорошо выступил в прокате. И он имеет оценку 7,5 на Кинопоиске, а также такую же 7,5 оценку на сайте IMDb. Фильм «Бэтмен». Далее, в 90-м году, 1990-м, Тим Бертон выпустил фильм с Джонни Деппом, самый первый. Это фильм «Эдвард. Руки-ножницы», который представлен в коллекции таким вот изданием в формате Blu-ray. Именно с этой картины началось длительное сотрудничество Джонни Деппа и Тима Бертона. Это их первая совместная работа. И данное кино имеет достаточно высокую оценку. Это 8 оценка на Кинопоиске и 7,9 на сайте IMDb. Эдвард. Руки-ножницы. Через 2 года, в 1992 году, Тим Бертон выпустил продолжение фильма «Бэтмен», кино «Бэтмен возвращается», в котором свою роль снова сыграл Майкл Китон, а также здесь снялись Дэнни Девито и Мишель Пфайффер, актриса.
Представлено в коллекции таком вот 4К издании. Здесь также в этом французском издании русский язык присутствует только на 4К диске, а обычный Blu-ray без русского языка. Бэтмен возвращается. Данное кино имеет оценку 7,4 на Кинопоиске и 7,1 на IMDb. Далее, в 1994 году Тим Бертон выпустил фильм «Эдвуд», но который ни в каком дисковом формате официально с русским языком не выходил. Так же, как и «Большое приключение Пи-Ви», он доступен официально только на VHS с русским языком. Поэтому переходим к следующей картине, которая вышла в 1996 году. Это фильм «Марс атакует», который основан на серии карточек, которые так назывались «Марс Attacks». В данной картине снялись Джек Николсон, Гленн Клоуз, Аннет Беннинг, Пирс Броснан, Дэнни Девито, Сара Джессика Паркер, Майкл Джей Фокс, Натали Портман, а также много других известных актеров. Картина «Марс атакует». И данное кино имеет уже оценку поменьше, чем предыдущие картины. Это 6,6 на Кинопоиске и 6,4 на сайте IMDb. «Марс атакует». Далее, через 3 года, в 1999 году, был выпущен фильм Тима Бертона с Джонни Деппом и Кристиной Ричи «Сонная лощина». Данная картина основана на романе Вашингтона Ирвинга, который так называется. И данный фильм имеет оценку 7,9 на сайте Кинопоиск и 7,3 на IMDb. Далее, в 2001 году Тим Бертон выступил режиссером ребута, ремейка «Планета обезьян» с Марком Уолбергом. Картина немножко не оправдала ожиданий создателей, и поэтому продолжения не было. В отличие от второй попытки перезапуска серии. И имеет данная картина оценку 6,8 на Кинопоиске и самую низкую оценку среди фильмов, которые сегодня покажу, на сайте IMDb оценку 5,7. Фильм «Планета обезьян». Далее, через 2 года, Тим Бертон выпустил фильм «Крупная рыба», который представлен у меня в таком вот 4К формате. Здесь присутствует карточка, 2 диска, русский язык на 4К. Здесь реклама других изданий. И 461 карточка из 1000. И в данной картине снялись Юэн Макгрегор, Альберт Финни, Билли Крудоп, а также Джессика Лэнг. Хорошая картина. Имеет одни из самых высоких оценок среди картин Бертона. Это 8,0 на Кинопоиске и такая же 8,0 на сайте IMDb. «Крупная рыба».
Далее, это, кстати, итальянское издание. А далее будут три чешских издания. И первое это картина 2005 года «Чарли и шоколадная фабрика», в которой снова снялся Джонни Депп. Данная картина вышла в 2005 году и имеет оценку 7,6 на Кинопоиске и 6,7 на сайте IMDb. И кроме того, в этом же 2005 году вышел первый полнометражный анимационный фильм от Тима Бертона. Это картина «Труп невесты». Также чешское издание. И здесь главных персонажей озвучил также Джонни Депп, Хелена Бонем Картер, которая была в тот момент женой Тима Бертона, поэтому снималась в его фильмах. И «Труп невесты» имеет оценку 7,9 на Кинопоиске и 7,4 на сайте IMDb. Это был 2005 год. Далее, еще через 2 года, в 2007 году, Тим Бертон выпустил фильм, который является адаптацией мюзикла. Это картина «Суини Тодд. Демон-парикмахер с Флит-стрит». В данной картине также главную роль сыграл Джонни Депп, а также снялась жена Тима Бертона, Хелена Бонем Картер. И данный фильм имеет оценку 7,7 на Кинопоиске и 7,3 на IMDb. Далее, через 3 года, в 2010 году, был выпущен самый кассовый фильм Тима Бертона. Это «Алиса в стране чудес», где у нас снова снялся Джонни Депп. Присутствует внутренний арт данного издания. Данное кино заработало больше $1 миллиарда в прокате, но вот по оценкам имеет оценки поменьше. То есть это 7,1 на Кинопоиске и 6,4 на сайте IMDb. «Алиса в стране чудес». Продолжение данной картины «Алиса в зазеркалье» уже снимал другой режиссер, а Тим Бертон выступил продюсером продолжения. Далее, в 2012 году снова дуплет от Тима Бертона. И первая картина этого дуплета — это «Мрачные тени». Это последняя картина с Джонни Деппом у Тима Бертона. То есть спустя 20 лет их совместное творчество закончилось. И данная картина имеет относительно низкие оценки среди других фильмов. Это 6,6 на сайте Кинопоиска и 6,2 на IMDb. Фильм «Мрачные тени». А другой фильм, который также вышел в 2012 году, это снова мультфильм, как и в предыдущем дуплете. Это картина «Франкенвини», которая является полнометражной адаптацией его короткометражного фильма, который он снимал раньше, когда работал на студии Disney в 80-х годах в начале. Здесь у нас присутствует внутренний арт с собачкой этой Франкенвини.
такая вот картина. И данный фильм получил оценку 7,1 на Кинопоиске и 6,9 на сайте IMDb. 2012 год. Далее 2014 год. И единственный фильм, который он снимал не на крупной студии, это фильм «Большие глаза». В не совсем характерном его жанре, это основанный на реальных событиях фильм. Здесь у нас снялись Эми Адамс и Кристоф Вальтц. Здесь повторяет обложка слип. Такая накатка диска. Здесь карточки. Здесь у нас повторение обложки. А здесь кадры из фильма. Здесь рассказывается про художницу, которая рисовала детей с большими глазами, ее мужа, который начал записывать ее работы как свои, и потом началось разбирательство. И фильм, повторяю, основан на реальных событиях. Фильм «Большие глаза». И данный фильм имеет оценку 7,2 на Кинопоиске и 7,0 на сайте IMDb. Далее следующая картина. И это фильм «Дом странных детей. Мисс Перегрин». В роли мисс Перегрин Ева Грин. Данная картина вышла в 2016 году, тогда же, когда и «Алиса в Зазеркалье». И имеет оценку данная картина 6,9 на Кинопоиске и 6,7 на IMDb. «Дом странных детей. Мисс Перегрин». И, наконец, 2019 год. И последний фильм, который на сегодня вышел, это ремейк анимационного фильма студии Disney «Дамбо». Один из череды ремейков мультфильмов студии Disney. То есть он вышел в 2019 году, в том же году, когда и «Аладдин», и ремейк «Короля льва». И в отличие от этих двух фильмов собрал гораздо меньше. Здесь снялись Колин Фаррелл, снова Майкл Китон и Дэнни Девито в картинах Тима Бертона, а также второй фильм подряд Ева Грин. И данная картина имеет оценку 6,9 на Кинопоиске и 6,3 на сайте IMDb. В этом году должен выйти следующий фильм Тима Бертона. Это продолжение фильма «Битлджус» под названием «Битлджус». И он там выступил режиссером и продюсером картины. А это вся коллекция Тима Бертона, которая у меня есть. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. А на этом все. Пока.